Всем привет, меня зовут Вика, я очень рада вас видеть на своем канале, и в этом видео расскажу вам, как не забывать прочитанное. Так что, если вам интересна данная тема, то советую досмотреть это видео до конца. Вспомните, как часто бывало такое, что, прочитав какую-то художественную литературу, вы приходили от нее в восторг и вносили ее в список любимых книг. А спустя какое-то время, когда вас спрашивали, почему эта книга вам понравилась, вы не могли даже вспомнить, о чем она. То же самое касается какой-то более серьезной литературы. Вам так понравилась новая информация, и вы думали, что никогда уже ее не забудете, даже решили внедрить советы из книги по саморазвитию в свою жизнь, а по прошествии какого-то времени не могли вспомнить ни одной понравившейся мысли или идеи из нее. Так зачем читать книги, если после их прочтения у нас в памяти ничего не отложится? Сегодня мы попытаемся разобраться, как сделать так, чтобы надолго запомнить прочитанное. Раньше я читала в режиме нон-стоп одну книгу за другой и потребляла огромное количество информации. Однако, закрыв книгу, я понимала, что не могу вспомнить ничего из только что прочитанного. Причем я устраивала себе книжные вызовы и гналась за количеством прочитанных книг, а не за качеством чтения. Теперь же после каждой прочитанной книги я делаю перерыв, даю мозгу отдохнуть и переварить информацию, а также делаю заметки в приложении Evernote, записываю туда понравившиеся цитаты или идеи. В начале заметки пишу свои впечатления от книги в процессе чтения, что понравилось, а что нет, а после прочтения выставляю книге оценку. Если в книге есть какое-то упражнение, то я обязательно постараюсь его проработать. Даже если я только села за чтение книги и мне попалось какое-то упражнение, и я не могу его выполнить в данный момент, то я лучше отложу книгу, пока не выполню данное упражнение. Если это художественная литература, то я выписываю в заметки имена главных героев и краткое содержание, чтобы в случае чего у меня была возможность вернуться к книге и по-быстрому освежить в памяти ее сюжет. Прежде чем рассказать, как запоминать прочитанную информацию, давайте немножко разберемся с тем, как мы забываем. Герман Эббингаус был психологом-экспериментатором и занимался изучением закономерности запоминания. Его эксперимент состоял в том, чтобы запоминать бессмысленные, ничем не связанные слоги, которые состояли из 3 букв и в которых гласная стояла между 2 согласными. Эббингаус проверял, сколько из этих слогов оставались в памяти через разные промежутки времени. Его эксперимент длился около 2 лет и было задействовано около 2300 разных слогов. В ходе экспериментов было выявлено, что сначала забывание проходит очень быстро, и уже в течение первого часа мы помним только 40% от изученного. Через 10 часов остается 35% от заученного, а далее забывание протекает более медленно. Например, через месяц в нашей памяти остается 20% от выученного. Уже ни для кого не секрет, что для запоминания нужно повторять материал через определенные промежутки времени. В 1932 году Алекс Мейс предложил использовать интервальное повторение для улучшения процесса обучения. Если на запоминание есть 2 дня, и потом вам, например, нужно будет сдать экзамен, то запоминать лучше по следующей схеме. Первое повторение сразу по окончании чтения. Второе повторение через 20 минут после первого повторения. Третье повторение через 8 часов после второго. Четвертое повторение через 24 часа после третьего. Если нужно запомнить информацию надолго, то есть следующая схема. Первое повторение сразу по окончании чтения. Второе повторение через 20-30 минут после первого повторения. Третье повторение через 1 день после второго. Четвертое повторение через 2-3 недели после третьего. И пятое повторение через 2-3 месяца после 4-го повторения. А теперь перейдем к советам, которые помогут вам в запоминании новой информации. Помните, что лучшее время для запоминания информации — это утро, когда ваш мозг чист и свеж после ночного сна. Вспомните, как трудно бывает сконцентрироваться на чтении в конце рабочего дня. Мысли разбегаются и приходится перечитывать текст по несколько раз. Согласитесь, в таком состоянии сложно не то, что запомнить прочитанное, а просто сконцентрироваться и понять, о чем ты читаешь. Следующий совет — пишите конспекты от руки. Мелкая моторика помогает нам сфокусироваться и сосредоточиться на том, что мы делаем. И очень важно понимать материал и концентрироваться на нем. После чтения старайтесь отдохнуть, и лучший отдых — это, конечно же, сон. Именно когда мы спим, информация из кратковременной памяти переходит в долговременную.
Поэтому еще так часто советуют повторять информацию перед сном. Следующий совет: не запоминайте все подряд, а выбирайте только нужную вам информацию. Не нужно заучивать что-то с мыслью «авось это пригодится потом». Если вам понадобится эта информация, то вы всегда сможете найти ее в интернете, так что не стоит перегружать мозг лишним. Не старайтесь прочитать как можно быстрее, а делайте это вдумчиво и осмысленно. Несколько лет назад я отказалась от всех этих книжных вызовов прочитать 40 книг в год, а решила, что обращу внимание на качество чтения. Пусть даже я прочитаю сейчас одну книгу в месяц, но от нее будет больше пользы, чем если бы я читала по 5 книг в месяц в спешке, пытаясь угнаться за заданным темпом и постоянно беспокоюсь, что я не успеваю. Не хочется читать книгу только для того, чтобы поставить напротив нее галочку, и такое чтение не вызывает никакого удовольствия, потому что ты находишься в какой-то бесконечной гонке. Я рада, что отказалась от книжных вызовов и избавилась от этого давления, что мне нужно уложиться в определенные сроки. Записывайте интересные мысли и идеи из книги. Можете для этого использовать блокнот или приложение в телефоне. Кому как удобно, но, как я советовала в начале, лучше все-таки писать от руки. Помните про интервальное повторение, и даже если вы не хотите придерживаться данного графика, то лучше повторите информацию для запоминания по 10 раз в 3 разных дня, чем 30 раз в один день. Следующий совет: делитесь своими впечатлениями о прочитанном с другими людьми. Например, завести книжный блог. В своем инстаграме я рассказывала про технику Ричарда Фейнмана, которая помогает быстрее вникать в тему и запоминать ее. В чем заключается эта техника? Вам нужно взять лист бумаги и выписать все, что вы знаете по интересующей вас теме. Но писать нужно так, как будто вы рассказываете это 8-летнему ребенку, то есть без каких-то лишних заумных слов. Вам нужно писать просто и понятно. И когда вы поймете, каких знаний вам недостает, вам нужно опять вернуться к изучаемому материалу. Если вы уже осознали, что по данной теме у вас много знаний, и вы можете все объяснить без каких-то сложных слов, то нужно рассказать информацию кому-то, кто в этой теме вообще не разбирается. Я, например, часто рассказываю об изученной информации в своих блогах, в Инстаграме и на Ютубе. Также выполняйте тесты в конце учебника и отвечайте на вопросы в конце параграфа. Как вы помните, именно в первый час мы забываем большее количество информации, и чтобы уменьшить этот процент забывания, лучше повторять информацию сразу. После прочтения каждой главы задавайте себе вопрос: о чем я только что прочитал и о чем я узнал. А если вы читаете какую-то художественную литературу, то можете в процессе чтения размышлять, почему герой поступил так, а не иначе, и что бы вы сделали на его месте. Не выполняйте несколько дел одновременно. Не стоит читать книгу и параллельно что-то слушать или смотреть. Мозг не может выполнять хорошо 2 вещи за раз, а для запоминания важна концентрация. Для того, чтобы учить иностранные слова, лично я пользуюсь приложением Anki. Это приложение для повторения, и оно показывает слова через определенные промежутки времени в зависимости от того, насколько хорошо вы выучили слово. Так что для тех, кто изучает английский язык, это приложение будет очень полезно. И последний совет. Перед тем, как приступить к чтению, вспомните, что вы изучили вчера. Это все, о чем я хотела сегодня вам рассказать. Надеюсь, что-то из этого окажется вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже очень скоро в новых видео. Инвестируйте в себя, и у вас обязательно все получится. Всем пока!